я попал в приключение. На микровигла так раздуло. Ну, я думал, что вечером может чуть-чуть стихнет, и я тогда сниму с якоря. Но уже начинало солнце садиться, и я подумал, блин, а ведь прогноз еще и на завтра, то есть если всю ночь так будет. А меня якорь начал ползти уже. Вот, и я так все смещался и смещался, а ветер же прижимной. Вот, и я подумал, думаю, ну что, надо тогда сейчас поднимать якорь и валить. Но я же не вижу, как у меня куда цепь идет, а ветер очень сильный, 35 узлов, блин. Ну, я поднимаю якорь, даю газ вперед, ну, к якорю туда. Меня, естественно, ветер то налево, то направо. Такая жесть. У меня 3 раза, хорошо, что у меня не предохранитель, а автомат. У меня у лебедки, у якорной, у брашпиля, вышибало несколько раз автомат. Я бегал. Это вот, представляете, это... А меня тащит туда, все, на камни, блин. И в конце концов, у меня якорь зацепился за камень. Ну, потому что я поднимаю и еду, он где-то, может, там волочится, и он за что-то зацепился, и все, и прямо намертво. А меня же при этом уже стащило, и капец, я не знаю, я тыр-пыр, короче, он как-то там отцепился, и в итоге вот он погнулся, сейчас я вам покажу. Ладно, это первая часть истории. Это первая часть истории, которая закончилась вроде бы нормально. Вот смотрите, вот так выглядит теперь якорь. Вот так он погнулся на 90 градусов практически. Вот, вторая часть истории. Это я зашел за Нарцев с южной стороны. Тут есть марина. Тут, естественно, мест нету. Ну, я подъезжаю, потому что у меня якоря-то нет. Я же не могу теперь на якорь встать. Я бы тут встал. Тут ветра, слава богу. Ну, волны, по крайней мере, нет. На микровигле там же волна была. И еще не только 35 узлов, но еще и волна. Вот, я бы тут, конечно, спокойно бросил якорь, но якоря-то нет. На 90 градусов у него башка повернута. Вот, и я думаю, ну ладно, пойду вот в эту марину. А марина, вот смотрите какая. Вот это, значит, я. Маленькая Бавария стоит, совсем маленькая, 31-я. И вот еще раз, два, три, 4, 5 яхт. Все, больше мест тут нету. И она такая марина, тут, конечно, есть где-то владелец, но я его пока не видел. И я начал сюда заходить и смотрю, люди такие на понтоне. Я машу, help, помогите, значит, ну, докинг, в общем, сделать, зашвартоваться. Ну, короче, ребят говорят, вот сюда вставай. Я говорю, а какая там глубина? А они говорят, не знаю, ну посмотрите. А тут вода мутная, действительно, я вот не вижу. Я сейчас камеру опускал, и какая там глубина. Такое ощущение, что прямо вот у меня киль 2 метра. И похоже, там глубина 2 метра. То есть там, если от киля до дна есть расстояние, то сантиметров 10 всего, наверное. Это вторая часть истории. Ну, в общем, слава богу, они мне помогли вот сюда встать. Я встал, успешно встал. Тут же еще ветер тоже. Вы думаете, тут ветра нет? Он здесь тоже порывами приходит, как всегда, через горы. И все те же самые там 25 узлов. Вот, то есть, то нет. Вот. Я тут плясал, уже мелко. Вот здесь мелко уже дальше. У меня, короче, датчик глубины показывает 1,9 метра. Ну, нос у меня в ту сторону. А у меня осадка 1,95. То есть на 5 сантиметров больше. Вот я сейчас камерой заглядывал. Ну, мутная вода, не видно ничего. Не знаю, может, завтра будет видно. Ну ладно, самое главное, что я зашвартовался. Фу. Теперь надо как-то разгибать якорь. Ладно. Все, вот такая история. Друзья, еще одна напасть. Мне кажется, у меня завелись мыши на Самосе, пока она там, лодка стояла. Я когда уборку делал, когда приехал на лодку,
То у меня это фонарик. Я увидел вот здесь в носовой каюте внизу, а у меня тут было открыто, чтобы было видно. Ой, что там творится? Я оставлял открытое здесь это место. И смотрю, там на самом низу валяются такие маленькие черные такие икринки, как черная икра. Ну, немного было. Ну, убрал я это все. А сейчас этого стало больше. Причем это у меня было же вот тут. Я сейчас убрал матрасы. И вот это же под матрасом все было. Теперь вот эти икринки черные, они под матрасом везде. Это какой-то кошмар. Вот это вот я сюда убрал поролон. И он теперь тоже в этих икринках. Здесь тоже эти икринки. Это старый парус. На нем тоже икринки. Тут кто-то живет. Вот, покатилась икринка. Я уже думал, кто-то лежит. И вот на полу, вот там я убирал эти икринки. Вот их столько и было. А теперь они повсюду. Что делать? И это, друзья мои дорогие, не что иное, как бисер. И я нашел даже целую коробку с бисером. Вот банка с бисером, и она приоткрыта. И это не какашки. Это бисер кругом. Но его же не было. Как он везде тут появился? Вообще не понимаю. Загадка. Кто-то лазит в коробку с бисером и растаскивает ее по каюте. Его по каюте. Напишите в комментариях. Марина Калантос. Заброшенная марина. Здесь нет харбор-мастера, здесь нет персонала. Здесь никто вам не поможет, кроме соседей, пришвартоваться. Но здесь работает колонка. Одна колонка с электричеством и одна колонка с водой. Всего мест здесь. Раз, два, три, четыре, пять. 5 на том пирсе. И вот здесь, где я стою, 2 места. Ну, на самом деле здесь можно было тоже вставать кормой сюда к пирсу. Но получилось так, мы стоим здесь лагом. Может быть, это и правильно. Ну, потому что здесь вот те лодки стоят на якоре. То есть у них здесь брошен якорь. Да, не получится встать по-другому, только лагом. Это настоящее убежище от летних северных ветров. Вот сейчас где-то там, где вчера меня очень сильно прихватил крепкий ветер, сейчас там где-то дует 30-очку. Север. А сюда север, северное направление ветра сюда не попадает вообще. И здесь вот такая картина. Просто штиль. Но под вечер ветер меняется на северо-запад. И вот он уже сюда начинает, вот через этот холм. Вот там пролив между парусом и Наксисом. Вот уже тогда он начинает уже сюда заходить. Вот. Но здесь Аджин. Вот здесь волны особо нет. Что еще можно сказать? Значит, про места. Про места. Ну, в принципе, с той стороны пирса, наверное, тоже можно лодки также поставить. Не знаю, не могу сказать. Пока вот наблюдаю 7 мест реальных, но вот это место, где я стою, здесь, в принципе, мелковато. У меня осадка 1,95 м.
И вчера я зашел, и практически я здесь сел на киль, когда он пришвартовался. То есть здесь глубина ветер вчера вечером был отжимной, порядка, порывы такие приходили 25-30 узлов тоже с холма. И эти порывы сдувают воду, и вода вчера вечером, когда вот был ветер, вода была здесь ниже сантиметров на 20, и я практически сидел на киле здесь. Я даже проставил шаровидный кранец по левому борту, по которому пришвартовался чуть-чуть, чтобы дальше быть, потому что я промерил веревочкой глубину по этому борту, и здесь глубина по этому борту метра полтора всего. А по правому борту глубина была 3 метра. А посередине я мерил как раз по диаметральной плоскости с носа и с кормы. И получается посередине где-то глубина 1,90 м. Вчера была. Сегодня ветра нет, и сегодня уровень чуть выше. Вот, так что имейте в виду, когда здесь идет отжимной ветер, порядка 25 узлов 30, здесь глубина будет под килем, не под килем, глубина здесь будет где-то 1,90 м. Сейчас спокойно, когда затишье, нет ветра, здесь глубина, наверное, 2,10, где-то так. Здесь есть 2 кафе, если можно это назвать кафе. В общем-то, там такие легкие закуски и выпивка. Вот вчера там пиво попил вечером с устатку. Вот, познакомился, вот соседи мои стоят. Hello, guys. Вот. Лиам из Англии, а Чарльз из Америки. Вот они вместе, двухнедельное у них путешествие на лодке. Они мне вчера помогли пришвартоваться сюда. Потому что я зашел, мест нету. Они говорят, ну вот сюда, наверное, можно встать. И вот помогли мне зашвартоваться. А ветер оттуда дул под 25 узлов. Тоже как-то не с руки, а сингл-хендед швартоваться. Потому что там вот дальше мелко. Там мелко, тут везде мелко. То есть я залез на мель и очень, в общем, удачно вчера пришвартовался. Доброе утро. У нас здесь в этой маленькой уютной марине Калантос. Оно практически каждое утро доброе. Очень тихая маленькая гавань. Вот сейчас, кстати, тут теперь видно дно. Сейчас я опущу камеру под воду и посмотрю все-таки сколько под килем. Но я сейчас вижу профиль дна. Вот такое дно, если видно. Ну, в принципе, вот по этой стенке вот это идет плита. А дальше, в принципе, дальше глубина, в принципе-то есть. Но тут булыжники валяются. Валяются булыжники. Ну, в принципе, такая же глубина, как где я стою, получается. То есть, в принципе, эта стенка вполне себе нормальная. Можно даже отвесиком туда как-то померить глубину, посмотреть. В принципе, вот так выглядит дно. Пойдемте посмотрим теперь киль. Вот такой тут мощный мол у марины. В принципе, марина вообще сделана классно.
Ну, единственное, у нее все-таки мелко достаточно. И вот не везде тут можно встать. По крайней мере, вот эта часть стенки явно тут мелковато. Вдоль нее уже не встанешь. Вот там единственный пирс идет. Вот там самые хорошие места. Вот стоят 3 лодки. Это заброшенная марина. У нее есть пьедесталы. У нее вечером включается освещение. Кто-то включает, видимо. Вот даже лавочки. Лавочки даже есть. Все, смотрите, как культурно, красиво вообще. И никаких хозяев. Такой прекрасный вид, особенно из кафе. Одно кафе вот там наверху. И другое кафе вот там находится. Там вот даже какое-то ранчо, не знаю. Ну, ранчо Греции, наверное, неприменимо. В общем, тоже какой-то особнячок. Вот, собственно, и все. Вот здесь такой пляжик вот идет, видите? Ой, даже там какой-то каякинг на берегу приехал. Машина разгружает каяки. Ну, кто-то приехал на каяках тут покататься. Вот, все здесь вообще отлично. Тихая бухта. Абсолютно тихая. Для летних штормов прямо отличное убежище. Хочешь на якоре, вот здесь вставай. Это Эгейское море. Такое прозрачное, красивое Эгейское море. Тут другие какие-то острова, я не знаю названия. I read in Google that the plasticizer migrates. Strange film. Yeah. So I have to change hood. Buy a new hood. The age of my spray hood, I don't know, about 4 years. Only 4 years. I don't know. Yeah. It's from previous owner. Yeah. And window is still Still good. Yeah, yeah. But last year mine was good. Last year no problem. Just this year. Yeah, maybe there's a cleaner. If it happened that fast, there may be. I've tried Really? lemon juice. I've tried Oh, soap. yeah, all I've the- tried oil. I've tried acetone. I've tried WD-40. I've tried vinegar. I've tried it all You've made the rounds for what? to clean. to clean. To up. clean Yeah, with acetone. yeah. I tried just a little bit to see if it go clear. Дорогие подписчики и просто хорошие люди. Итак, сегодня суббота, я все еще на Наксосе. И я здесь застрял на 2 недели. Почему? Узнаете со временем. Просто оставайтесь на канале, не пропускайте мои очерки. Вы еще увидите много интересного, несмотря на то, что я стою практически на месте. Вы увидите очерк о том, что случилось с якорной лебедкой. Запишу вам очерк о Марине Калантос и об этом месте. Также, надеюсь, придет новая лебедка, и вы увидите, как я ее заменил и что нового появится на лодке. Пока что это останется интригой. А сейчас я просто взял машину на прокат и еду в Наксос-Сити затариться продуктами, поскольку у меня практически все закончилось. Самое главное закончилось пепси-кола, молоко, сладости и другие вкусняшести. Поэтому оставайтесь на канале, следите за моими новостями.
там видно Калантос Марин. Это вот Куфаниси 1 и 2. Вот дальше мне туда. Это таверна и хозяйство Василия. Василий — это бывший харбор-мастер Калантос Марины. It is for my YouTube and Instagram. Okay. Meet Василий, former harbor master of Калантос Марины. Он делает свой собственный сыр. Free for test. Окей, thank you. Вот он уже принес пиво и сыр на пробу. Вот у него есть машина на прокат. Вот отсюда такой прекрасный вид открывается. Вот сегодня очень сильно дует. Вот отсюда можно сидеть спокойно и наблюдать за всем этим. Это у нас здесь так в тихой гавани Канифасис сегодня. Представляете, что творится в море? Если здесь вот ветер идет оттуда с перевала, вот от берега метров 150-200, и вот такая фигня с берега надувается. Это хорошо, что вот я здесь не стою в этом месте. Тут такая уже стоячая волна. Во, порыв идет, 40-очка. Вот тут сегодня можно катать вообще вовсю. До 40 узлов. До 20 метров в секунду. От 15 до 20. У меня такого маленького паруса нет. И ну его нафиг. В общем, насколько я понял, вот эта лодка скоростная, которая против 40 узлов ветра спокойно летела, они представляют услуги доставки транспорта. И сейчас они повезут вот этих двух работников куда-то туда в море. Там проблема какая-то с электричеством. То есть это электрическая компания, они их сейчас повезут на объект.
Всем привет! Сегодня ветер сильнее, чем вчера. По-моему, самое время, чтобы сделать обзор этого места. Ну или, по крайней мере, записать какую-то часть обзора этого места, которое называется Калантос. Причем по-гречески, как мне сказал Василий, это название Каладос. В общем, сегодня максимум я видел 47 узлов на приборах. Приходят такие прямо пыльные, вот оттуда с долины приходят пыльные шквалы. Я не знаю, может быть, у меня прибор больше 47 узлов в принципе не показывает. Вот, в общем, 47 несколько раз уже тут был. Вот сейчас я даже, кстати, когда начал снимать, было 47, наверное, в начале кадра не попало. Вот, сегодня к тому же вот добавилась пыль. Хоть у меня и Companion Way закрыт. Здесь, как видим, все в песке. Но давайте выходить на улицу. Вот, лодка тоже вся в песке. Все тут засыпано песком. То есть ветер сегодня сильнее даже здесь, вот сока барашков. Слава богу, сейчас ветер северо-восточный заходит вот оттуда. И у меня меньше чопа. Он туда идет. Но после обеда ветер поворачивает обычно на северо-запад. То есть после обеда будет он оттуда. И весь этот чоп будет бить мне в корму. Будем надеяться, что ветер ослабнет. Тоже все засыпано песком. Проверяем, как у нас тут все закреплено. Носовой швартов. Вроде все держит. Что есть в этой марине? Вот запомните, единственный пьедестал, на котором есть электричество. Третий, вот он здесь стоит. Вот здесь рядом с этим пирсом единственный пьедестал, у которого есть вода. Здесь даже есть вот такой пандус для подъема лодок. Но марина, как я говорил, заброшенная. На самом деле это муниципальная марина. Но в данный момент она, получается, работает вот в таком режиме. То есть практически не работает. Это въезд в марину. И вот здесь мусорные баки. Тут ландшафтный дизайн даже есть. Есть вот такие кругом лавочки стоят. По ночам включается освещение. И зеленый латеральный огонь вот на моле. Зеленый ночью тоже работает. По тавернам. Одна таверна находится вот там вверху. Барбекю готовят. В принципе, это, наверное, единственный правильный вариант, где можно нормально поесть. Вторая таверна находится вот там у Василия. Вот она прямо по этой дороге. Вот виднеется белое здание с флагами. Это таверна Василия. И еще одна таверна есть вот там. И там даже какие-то апартаменты. Вот, а здесь отличная такая лагуна, песчаная, песок. И здесь, в принципе, вот сейчас можно катать на виндсерфе. Абсолютно гладкая вода. И я сегодня обязательно сейчас схожу, просто сейчас очень сильные порывы. И, наверное, небезопасно, к тому же у меня нет маленького паруса, у меня 4,7, самый маленький. Тут, наверное, уже, четверку нужно на таких порывах. В общем, не хочется мне разложиться, но я сегодня схожу, чуть ветер будет поровнее, схожу.
Дальше, смотрите, значит, дальше здесь в этом заливе Клантос-Бэй, здесь якорная стоянка, то есть здесь можно вот так бросать якоря и укрываться от штормов на якоре. Ну, конечно, там будет качать, будет приходить иногда волна от паромов, может еще какая-то волна, то есть там может покачивать. То есть постоянной качки нет, но волна может приходить в принципе. Да, у Василия вы можете арендовать машину на прокат. Я видел, у него стоят во дворе 3 машины, которые он сдает в прокат. По туалету. Туалеты в марине не работают. То есть тут стоят вот голубые будочки, они закрыты. Поэтому в туалет вы здесь можете сходить только... Есть биотуалет в таверне, которая наверху. Отсюда до Наксос-Сити 40 километров по дороге. Тут вот даже есть табличка с номерами такси. Здесь все время, когда ветер, здесь очень большой чоп, сюда захлестывает вода. Даже вот все кнехты вот так пострадали, а пьедестал отсюда просто убрали. Ну, в общем, здесь ставить лодку нельзя. Мы с вами, если меня слышно вообще, забрались на мол. Меня тут просто сдувает ветром. Ветер, как я говорил, больше 40 узлов. И вот просто, чтобы посмотреть на этот залив Клантос и на эти 2 лодки. Посмотрим, давайте, на последствия того самого якоринга на микровигла. Ну, якорь выглядит сейчас вот так. Такое ощущение, как будто здесь переваривали. Рольс у нас вот так болтается. Тут также появилась паутинка. Брашпили нет.